Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Яна, вы на канале Сижу-Вяжу. Сегодня хочу представить вашему вниманию плетеночку, которая шикарно смотрится в вязаных изделиях. Основной раппорт этого узора в высоту состоит из 6 рядов, но мы его свяжем в шахматном порядке, поэтому получим мы 12 рядов в высоту. И я предлагаю этот узор разбить на две части, то есть на два блока по 6 рядов, чтобы легче было в нем ориентироваться. И для того, чтобы провязать этот узор, наберите на спице количество петель кратное 4, одну петлю для симметрии и 2 кромочные. И перед тем, как мы начнем вязать, мы провяжем один установочный ряд изнаночными петлями. Итак, приступаем к первому блоку, первый лицевой ряд. Кромочную переснимаем. Первая петля у нас лицевая, это петля для симметрии, и дальше приступаем к раппорту. 3 изнаночные, 1 лицевая. Повторяем раппорт. 3 изнаночные, 1 лицевая. И еще один раппорт. 3 изнаночные, 1 лицевая петля и кромочная. Второй изнаночный ряд. Второй ряд и все четные ряды мы будем провязывать изнаночными петлями от начала до конца ряда. На них, скорее всего, я не буду тратить наше драгоценное время и показывать не буду. Но имейте в виду, что все четные ряды 2, 4, 6, 8 и так далее мы провязываем изнаночными петлями. Третий лицевой ряд. Кромочная. Третий лицевой ряд вяжется точно так же, как и первый. 1 лицевая петля, это петля симметрии. И далее приступаем к раппорту. 3 изнаночные, 1 лицевая. Повторяем. 3 изнаночные петли, 1 лицевая. И последний раппорт. 3 изнаночные, 1 лицевая и кромочная. Четвертый ряд провяжите самостоятельно изнаночными петлями. Пятый ряд. Кромочная. Первые 2 петли нам нужно развернуть, чтобы провязать их вместе одной лицевой за переднюю стеночку, то есть с наклоном вправо. Данные 2 петли провязываются вне раппорта. Далее приступаем к раппорту. Накид, лицевая, еще один накид. Далее из следующих 3 петель мы должны вывязать одну петлю с центральной петлей сверху. Для этого мы разворачиваем первые 2 петли, надеваем их обратно на левую спицу и переснимаем обе эти петли за переднюю стенку. Третью петлю мы провязываем лицевой и переснятые петли перекидываем через провязанную петлю. Мы провязали раппорт 5-го ряда. Давайте повторим. Накид, лицевая, еще один накид. Из следующих 3 петель мы должны вывязать одну. Переворачиваем первые 2 петли, переснимаем их, не провязывая, на правую спицу. Третью петлю провязываем лицевой и переснятые петли перекидываем через провязанную петлю. В конце ряда у нас также остается неполный раппорт, и мы провяжем его следующим образом. Делаем накид, 1 лицевая, еще один накид, и последние 2 петли мы провязываем вместе одной лицевой с наклоном влево за заднюю стеночку и кромочная. Шестой изнаночный ряд мы провяжем самостоятельно изнаночными петлями. Мы провязали с вами основной раппорт в высоту, состоящий из 6 рядов, то есть мы закончили первый блок, теперь приступаем ко второму блоку. Первый ряд второго блока. Кромочная, 2 изнаночные, 1 лицевая. Это петли вне раппорта. Далее приступаем к раппорту. 3 изнаночные, 1 лицевая. Еще один раз. 3 изнаночные, 1 лицевая. В конце остается 2 петли. Это тоже петли вне раппорта. Мы провязываем их изнаночными петлями. В конце ряда 2 изнаночные и кромочная. Второй изнаночный ряд второго блока мы провяжем самостоятельно изнаночными петлями.
Третий ряд второго блока вяжется точно так же, как и первый. Кромочную переснимаем, провязываем 2 изнаночные, 1 лицевая петля, это петли вне раппорта. Далее вяжем раппорт. 3 изнаночные, 1 лицевая. Еще раз. 3 изнаночные, 1 лицевая. В конце 2 петли вне раппорта провязываются изнаночными и кромочная. Четвертый ряд, так же как и все изнаночные ряды, провяжите самостоятельно изнаночными петлями. Пятый лицевой ряд, кромочная, 1 петля лицевая, это петля вне раппорта, то есть петля симметрии, и далее приступаем к раппорту. Накид. Из следующих 3 петель мы должны вывязать одну с центральной петлей сверху, переворачиваем первые 2 петли, переснимаем их обе за переднюю стенку, третью петлю провязываем лицевой, переснятые петли перекидываем через провязанную, делаем еще один накид и 1 лицевую петлю. Раппорт 5-го ряда. Давайте повторим. Накид. Из 3 петель вывязываем 1, делаем еще один накид и лицевая петля. И последний раппорт. Накид. Из следующих 3 вывязываем 1, делаем еще один накид и провязываем лицевую петлю. В конце кромочная. 6-й ряд провязываем самостоятельно изнаночными петлями. Итак, наш узор готов. Мы провязали с вами 12 рядов в высоту, разбив узор на 2 блока по 6 рядов. Далее продолжаете вязать с 1 по 12 ряд. Ну а для тех, кто хочет провязать этот узор по кругу, наберите на спице количество петель кратное 4 плюс 1 петлю для замыкания в круг. Все нечетные ряды вяжутся точно так же, как и при поворотном вязании, а четные ряды 2, 4, 6 и так далее провяжите лицевыми петлями. А теперь давайте рассмотрим образец побольше. Ну а вот такой узор мы получим, если провяжем его повыше. Вот такая у него изнаночка. Узор подойдет ко многим изделиям. Также в зависимости от того, какую ниточку вы выберете, можно связать как летние, так и осенне-весенние изделия. По характеристикам узор средней эластичности, прекрасно держит форму, ну и, конечно же, очень важно отметить, что он не косит и не подведет вас в вашей работе. Данный узор я провязала пряжей, в состав которой входит 75% шерсти. Плотность этой пряжи составляет 200 метров на 100 грамм, и спицы для него я использовала 3,5 миллиметра. Ну а на этом я заканчиваю свой мастер-класс. Если вам понравился этот узор, не забудьте отметить это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, если он показался вам полезным и интересным, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы он оповестил вас о выходе нового узора на канале. А я искренне благодарю вас за просмотр, желаю вам всего самого доброго, хорошего настроения. Вдохновляйтесь новыми узорами и вяжите с любовью для своих родных и близких. Всем пока!